Задача – определить угол наклона плоскости, заданной пересекающимися прямыми горизонтальной плоскости. Удобнее всего эту задачу решать с помощью метода замены плоскостей проекций. Ну и мы точно таким же путем поступим. У нас имеется плоскость проекции P2, P1. И P2 мы заменим на плоскость P4. То есть, смотрите, у нас есть здесь линия пересечения. Мы построим новую плоскость так, чтобы она была перпендикулярна горизонтали. Для этой цели проведем горизонталь. Провели горизонталь. В какой-то точке, вот эта точка, горизонталь будет пересекать B, на проекцию B2. Найдем эту точку у нас вот здесь, на B1. И горизонтальная проекция горизонтали у нас будет проходить из начальной точки через точку вот эту и далее. Вот таким вот образом. Теперь проведем новую и создадим новую плоскость проекции, проведем ее так, чтобы она была перпендикулярна горизонтали. То есть вот таким вот образом. Ну и сделаем это так. Сделаем это так, чтобы у нас получилось, чтобы эта прямая, ну для меньшего числа построений, проходила вот через эту точку. Через эту точку. Ну и, собственно говоря, продлим ее дальше. Вот сюда поставим, там, где она оканчивается, да, продлим дальше. Теперь что мы получили? Плоскость P1 как была, так у нас и осталась. Плоскость P4, вот это появилась. А исчезла плоскость P2. Точки, которые будут иметь индексы 4, они будут лежать на линии связи. Эти линии связи будут перпендикулярны новой оси. Поэтому нам надо провести перпендикуляры. И провести перпендикуляры вот из этих точек. Перпендикуляр к новой оси. То есть вот так. И его продолжение дальше. Дальше из вот этой точки у нас есть перпендикуляр. Ну, из этой точки, ну, давайте мы его просто-напросто скопируем и переставим сюда. Теперь нам нужно построить одну точку, вторую и третью. Для этого надо отложить здесь расстояния. Какие расстояния? Расстояния вот эти, да, взять отсюда. Значит, давайте их померим. Для первой точки, ну, она у нас не обозначена, да, она принадлежит это 20, и поэтому мы здесь должны отложить отсюда расстояние 20 миллиметров. Отложили, лишнее удалили. И вот здесь в конце поставим кружок. Это положение вот получается у нас. Сейчас давайте посмотрим какой. Так, наверное, неправильно. Да, 20 это положение вот этой, да, точки. И должны были мы отложить его вот здесь, да. Значит, ну что, тогда мы его перенесем вот сюда. Его просто перенесем в это место. Вот сюда. Ну, эту мы удалим лишнюю. Так, и не хочет, да? Ну, тогда еще раз сделаем переопределение. Нормаль, провели нормаль. И дальше отсюда провели 20 миллиметров. Центр точки поставили сюда. Значит, еще раз проверим. Вот эта точка принадлежащая, вот она.
вот она и вот она, да. Ну, видите, может быть, есть смысл точки подписывать, да. Тогда это будет удобнее, меньше шансов будет запутаться, да. Положение второй точки, вот она здесь. То же самое померим. То расстояние, которое здесь есть. Это у меня 4 миллиметра. И поэтому здесь проведем это расстояние под тем же углом 4 миллиметра. Вот положение получилось у нас второй точки. И осталось найти положение вот этой последней точки. Это расстояние будет вот отсюда и до вот этого момента 42 миллиметра. Ну, теперь мы проведем отсюда и далее проведем 42 миллиметра. Вот конец отрезка. Ну и в конце поставим точку. А теперь давайте соединим те точки, что у нас получились. И смотрите, что у нас вышло. Все эти точки лежат на одной прямой. Ну, а сама ось у нас где находится? Вот здесь, да? То, соответственно, угол наш будет где? Этот угол будет вот здесь. Это будет от этого до этого. В данном случае 49 градусов. Все, задача на этом решена.